Hi. My name is Mark, as you heard. Меня зовут Марк, как вы все слышали. I'm originally from Canada, Сам я вообще родом из Канады, but I've been living here for 16 years or something like that. но здесь я живу уже где-то 16 лет. And I teach at the Methodist Seminary here in Tallinn. И здесь, в Таллине, я преподаю в методистской семинарии. Now today felt like summer. Сегодня в действительности такая погода, как настоящее лето. Sort of the feeling that it should be summer holidays. Как будто бы уже и каникулы должны быть. But there is a young lady in the front row who likes school so much that she thinks it should be school today. Но здесь на первом ряду сидит одна девушка, которая так любит учиться в школе, что ей вот кажется, что нет, нужно учиться сегодня. Specifically science. Особенно нужно вот учиться биологии. So if you don't like science, Поэтому, если вам вдруг урок биологии не нравится, you can have a talk with this young lady то after. тогда после нашего учения можете с ней, так сказать, переговорить. Out in the parking lot. Там где-нибудь на парковке. Okay. I was invited to talk about evolution. Меня пригласили для того, чтобы я поговорил с вами об эволюции. Now I'm not a scientist, Я сам не ученый, but I have done quite a bit of reading about this. но я достаточно изучал эту тему. And this is something that I do teach in the seminary here in Tallinn. И эту тему я также преподаю здесь в методистской семинарии. We all know that evolution is one of the biggest challenges to Christianity. И, конечно, ни для кого из нас не является секретом, что эволюция в наши дни представляет такой достаточно такой вызов для христианства. Because evolution says we don't need God. Потому что эволюция говорит, что нам Бог не нужен. We can explain the existence of life by purely natural means. Мы можем объяснить существование жизни чисто какими-то природными явлениями, какими-то научными явлениями. We don't need God. Нам Бог, значит, не нужен. We don't need a creator. Нам не нужен Творец. Is that true? Это так? Это правда? No, okay. You're in a church, you probably believe in God, so you will say no. Ну, конечно же, вы уже все в церкви находитесь, поэтому, конечно, вы скажете нет. But what I want to do today is look purely at science. Но сегодня я бы хотел заняться вот чем. Я хотел бы рассмотреть этот вопрос с чисто научной точки зрения. What do scientists themselves say? Что сами ученые говорят на этот счет? What conclusions do they bring us to? И к каким выводам они приходят? And I want to look at evolution from two basic points. И я хотел бы рассмотреть эволюцию с двух точек зрения. The first is the very beginning. Первое – это самое-самое начало. Where did the first life come from? Откуда появилась, сама зародилась первая жизнь? Can evolution explain where that first living cell came from? Может ли эволюция дать нам ответ на вопрос, откуда взялась первая живая клетка? After that, then we'll talk about something else. И вот теперь мы поговорим о чем-то совершенно другом. Okay, evolution assumes that all life evolved from one single, simple living cell. Итак, эволюция исходит из того, что вся жизнь зародилась и началась с одной простой живой клетки. Now, where did that cell come from? Откуда появилась тогда эта живая клетка? Well, before there was a living cell, then there was no living cell. До того, как была одна вот эта живая клетка, было время, когда не было этой живой клетки. You would have had just atoms. То есть просто вот набор атомов. Okay, how did it make that step from non-living atoms to a living cell? Ну а как же тогда произошел переход от этих неживых атомов к живой клетке? In the beginning, there were atoms. Вначале были атомы. Okay? Hundreds of thousands, huge number of atoms just floating around. Сотни тысяч атомов, которые просто вот вращались в каком-то месте. And they somehow have to come together to form this living cell. И каким-то образом они должны были соединиться и создать эту живую клетку. The first step will be from atoms to amino acids. То есть первый шаг должен был пройти от атомов до аминокислот. Okay, I assume you've taken science in school. You've heard of these things. Ну, вы же тоже в школе учитесь, должны знать, что такое атом, аминокислоты, да? Okay.
Amino acids are the basic building blocks of life. Аминокислоты – это самые основные строительные материалы живой клетки. But somehow, these huge number of atoms floating around somehow came together into the correct amino acids. И каким-то образом вот эти атомы, которые там где-то вот вращались в каком-то месте, они каким-то образом сгруппировались и создали вот эти вот правильные формы аминокислот. Okay, this is the chemical diagram of one amino acid. И вот это вот формула одной простой аминокислоты. Now, these hundreds of thousands of atoms could combine in an infinite number of possible combinations. И, конечно же, вот эти сотни тысяч атомов, они могли создать несчетное количество каких-то формул. But in order for this first evolutionary step to happen, they have to come together in the exact right pattern. Но для того, чтобы эволюция, она оправдала себя, то есть вот эти все атомы, они должны были сгруппироваться в определенном порядке. Not just one, И не только один какой-то вот порядок, одна группа. but there are 20 specific types of amino acids necessary for life. Но для жизни, для зарождения жизни необходимо 20 определенных типов аминокислот. And so evolution says this all just happened by chance. И эволюция утверждает, ну, все это произошло случайно. All these atoms just happen to come together in the exact right types of amino acids. Вот эти атомы вращались, и вот они сгруппировались вот в это точное количество, типы, In the correct proportions. еще в правильных пропорциях. Because if you have too many of one or too few of another, you Потому won't что get a living cell. Если будет слишком много одних типов или слишком мало других типов, не получится живой клетки. It has to be the correct То proportions. есть пропорция должна быть точно определенной. Plus, И еще плюс к этому, they all have to be the right hand. они должны иметь определенную, так называемую ручность, то есть рука определенная должна быть у них. Okay, 19 out of the 20 amino acids have a property called handedness. То есть 19 из 20 аминокислот, они должны иметь определенную характеристику, которая называется, ну, вот эта ручность, то есть как рука. Okay, you have two hands. У вас две руки, They are identical, right? и они идентичны. Except that they are mirror opposites of each other. Но за исключением того, что одна является зеркальным отображением другой. Okay, in this hand, the thumb sticks out this way. Вот в этой руке большой палец вот в эту сторону смотрит, This hand, the thumb sticks out that way. а вот в этой руке большой палец в другую сторону смотрит. They're identical, except they're mirror opposites. То есть они идентичны, за исключением того, что одна рука является зеркальным отображением другой руки. Just like this here. Точно так же, как здесь. Okay, 19 out of the 20 amino acids have this same property. То есть 19 из 20 аминокислот должны обладать вот этой характеристикой. But in order for these amino acids to work together in a cell, Но для того, чтобы вот эти аминокислоты могли функционировать в клетке, 100% have to be the same hand. то есть 100%. 100% должно иметь определенную вот эту ручность. They can't work together unless they are all the same hand. То есть они не могут работать вместе, если у них не будет вот эта одинаковая ручность. It's just the way it is. То есть вот так оно и есть. Now, amino acids will form in a laboratory or even in nature, but just naturally. Аминокислоты, они производятся и в лаборатории, в естественной среде. But when they form, they are typically 50% left hand, 50% right hand. Но когда они вот таким образом формируются, обычно у них 50% одна ручность и 50% другая ручность. But in order for this first evolutionary step to happen, Но для того, чтобы произошел вот этот первый шаг эволюции, these huge number, hundreds of thousands of atoms, have to combine into the specific right 20 amino acids. Вот эти вот все атомы, которые вращаются сотни тысяч, они должны сформироваться в определенном порядке, определенное точное количество типов. In the correct proportions, В правильных пропорциях and all with the correct handedness. и все с определенной ручностью. See, every step is getting more complicated. Понимаете, как мы дальше вот двигаемся по этому этапу? Каждый шаг, он становится все более сложным и сложным. Now, do we have a living cell? Итак, у нас что, уже получилась живая клетка? No, all we have is some amino acids. Нет, все, что у нас есть, это еще только аминокислоты.
The next step is these amino acids have to come together and combine. Следующий шаг. Эти аминокислоты должны соединиться. Combine in groups of 100 or more Должны соединиться в группу в 100 или более to form proteins. для того, чтобы сформировался белок. So, here are the little amino acids. Вот это аминокислоты. They form a chain, Вот они сформировались в цепь, цепочку. and then the chain starts to bend. И затем вот эта цепочка, она начинает извиваться, то есть она начинает наклоняться под разным углом. And every bend is significant. И каждый вот этот наклон, каждый изгиб этого звена очень важен. It affects the behavior of the protein. И он влияет на поведение белка. So, one chain folds into the proper shape. Итак, вот это вот, когда звено, оно формируется в правильном направлении, And then it combines with other chains that have folded into their proper shape. и затем вот это вот одно звено соединяется с другим звеном, которое тоже, в свою очередь, сформировалось в определенном направлении. To get this very complex structure. И вот в конце концов образуется вот эта очень сложная структура. And like I said, every angle, every bend is significant. И как я уже говорил, каждый наклон вот в этой цепочке играет свою очень важную роль. If you change one bend, just a couple of degrees, Если только на пару градусов поменять вот этот наклон, вот этот изгиб, you will change the way the protein functions. тогда изменится вся функция белка. And this is a three-dimensional structure here. И эта структура, она в 3 измерениях. So that's 1 degree in any direction. То есть это может быть наклон в любом направлении, This is a very, very complex structure. трехмерном направлении. То есть это очень и очень сложная структура. In fact, scientists estimate that a protein of 100 amino acids И в действительности ученые посчитали, что белок из 100 аминокислот could be rearranged in 10 to the 130th possible sequences. его можно как бы вот рассмотреть, преобразовать в 10 в 130 степени возможных вариантов. That's 1 with 130 zeros after it. То есть это 10 и 130 нулей. Because every bend, every angle is significant. Потому что каждый наклон, каждый угол очень-очень важен. Every degree И каждый градус очень важен. in every direction. И в любом вот этом трехмерном направлении. This is a very complex structure. Это очень и очень сложная структура. So, two scientists estimated that if we had 1 trillion reactions per second, Итак, ученые подсчитали, что если у нас будет 10 в 12 степени реакций, okay, 1 trillion, that's 10 with 12 zeros after it, 10 и 12 нулей после него, per second в for, секунду, what is that, 1 billion years, то есть 10 в 12 степени реакций в секунду на протяжении миллиарда лет, the chances of one protein forming, the correct protein forming, то получается, что возможность, чтобы one correct чтобы protein, правильный один белок сформировался вот за этот промежуток времени, is 1 chance in 10 to the 65th. равен 1 из 10 в 65 степени. That's 1 chance in 1 with 65 zeros after it. То есть только одна возможность, чтобы за этот период времени сформировался белок, она равна 1 из 10 в 65 степени. That's the chance of getting one specific protein. И это только возможность, вероятность на создание одного белка. Will that be a living cell? А что, это уже будет живая клетка? You take science in school. Ну, вы же учитесь в школе. Is a protein a living cell? Белок – это живая клетка, равен живой клетке? No, it's a Нет, protein. это только белок. How many proteins do you need? Сколько белков необходимо для клетки? You need a lot. Много. Okay, but the chance of this happening, Но шанс, чтобы вот это произошло, this is a very small chance. это очень-очень маленький шанс. But how many do we need? А сколько нам белков нужно? Genome research, Исследование генома, where they map the DNA and the DNA of all these creatures. где они исследуют ДНК, строение ДНК, то есть они занимаются изучением ДНК. They have mapped the DNA of the smallest, simplest living cells, И вот они рассчитали с математической точностью вот одно ДНК.
And scientists say that in order for a cell to live independently of any other organism, И ученые посчитали, что для того, чтобы одна живая клетка существовала независимо от других организмов, it would require Для этого 1,500 of these structures. необходимо по меньшей мере 1500 вот таких структур. Protein or similar structures like RNA. Белков или РНК, рибонуклеиновая кислота. Okay, the chance of one is extremely small. Посмотрите, шанс для создания одного белка, он очень-очень маленький. But even the simplest living cell, you need 1,500. Но для самой простейшей живой клетки необходимо как минимум 1500 таких структур. All coming together at the same time, in the same place. И все это должно сформироваться в одном месте, в одно и то же время. Without any corrupting elements. И без всяких каких-либо препятствующих к тому явлений. Okay, you know what happens in science class if you put one drop of the wrong chemical into the experiment, it explodes. Вы знаете, что вот на уроке химии бывает, когда не то что-то вот куда-то вот нальешь, и что потом какой-то взрыв происходит. Okay, same thing here. Здесь то же самое будет. You need all 1,500 at the same time, in the same place, without anything to mess it up. То есть нужно 1500 вот этих структур, которые будут созданы в одно и то же время, в одно и то же месте, и чтобы ничто не помешало этому. What are the chances of that happening? И каковы шансы, что это произойдет? Just by random chance. Ну вот просто так вот случайно взяло и случилось само. Extremely small. То есть он ничтожный. But even if we would get 1,500 of these proteins together, Ну хорошо, даже если у нас вот 1500 белков и собралось вместе, would that be a living cell? это что, уже живая клетка? No, it would just be 1,500 different proteins. Нет, это будет только 1500 белков. We're just scratching the surface И of на the самом- complexity. И на самом деле мы только по поверхности, только касаемся на самом деле сложности этого вопроса. The point is, all this genome research and all this work that scientists are doing, Дело в том, что все вот это исследование генома, вся эта работа, которой занимаются сегодня ученые, has shown that life is so incredibly complex. она показала ученым, что жизнь невероятно сложная вещь. Darwin couldn't even imagine how complex it is. Дарвин даже не мог себе представить, насколько все это сложно. I was going to say your parents, but I'll say maybe your grandparents. Я хотел сказать ваши родители, но, может быть, ваши дедушки и бабушки тоже Okay. не могли I mean, представить. they couldn't imagine. Они 30, даже 40 years ago, they didn't even know how complex things are. То есть люди даже 30-40 лет назад еще не знали о сложности, на самом деле, насколько сложна жизнь. What are the chances that this is all going to just come together by pure random chance? Так вот, какая же вероятность того, что все это произойдет случайно, само по себе? Nobel Prize winner George Wald, Лауреат Нобелевской премии Джордж Вальд, professor at Harvard University, wrote this. профессор Гарвардского университета, написал следующее. Нужно только посмотреть на величину этой задачи – эволюции первобытной жизни из неорганических соединений, чтобы признать тот факт, что спонтанное происхождение живого организма невозможно. И все же, вот мы здесь. Как результат, я верю. There you go. Ну, вот такие слова. It is so complex, it's impossible. Что это настолько сложно, это просто невозможно. But we're here, so it must be true. Но мы же здесь, поэтому, наверное, вот как-то это произошло. I believe in evolution. Я верю в эволюцию. That's what he's saying. Вот что он утверждает. The chances of this first evolutionary step ever happening by random chance Так is вот, extremely small. вероятность того, чтобы этот первый шаг эволюции произошел, он ничтожно мал. Probability. Вероятность, Statistics. статистика. People that work with statistics say that the absolute upper limit of probability is 1 chance in 10 to the 50th. Люди, которые работают со статистикой, они говорят, что самый верхний абсолют верхней границы вероятности, возможности 1 из 10 в 50 степени. Okay, you have a 1 in 10 chance of winning the lottery. И хорошо, у вас, допустим, представим, у вас возможность выиграть лотерею 1 из 10 в 50 степени.
Will you buy a ticket? Будете покупать билет в лотерейный? 1 in 10 chance of Один winning из $10 million. 10, 3 миллиона долларов выиграете, но шанс только 1 из 10 в 50 степени. 1 in 10 is pretty good. Ну, 1 из 10 это хорошо было бы. What about 1 in 100? А если 1 из 100? Okay, 100 is 10 to the second. То есть это получается 10 во второй степени. Okay, you know that? Like 10 with a 2. 10 и степень 2. Right, that's 10 100. во второй степени. One Это with 100. Это 100. 1 из 100 получается, да? Okay. 10 во второй степени. You've taken math. В математику тоже проходите? Some of you I'm not sure. You're Кто-то looking не kind of уверен, blank. как-то так неуверенно выглядит, смотрит. Okay, but 1 in 100 chance of winning the lottery. Ну хорошо, вот у вас, допустим, вероятность выиграть лотерею 1 из 100. That would be really good. Но это будет уже очень хорошо, на самом деле. The Euro Millions lottery jackpot. Так вот, it's where you can win million. Yeah, it's called the Euro Millions. Лотерея называется джекпот Евро-миллион. The chance of winning the jackpot is 1 in 100 million. И шанс, вероятность выиграть вот в эту лотерею составляет 1 из 10 в 8 степени. That's 1 chance in 10 to the 8th. Это значит 1 из 10 в 8 степени. Right? Хорошо? Понятно? Okay, someone's going to win the lottery. Но кто-то все равно же выигрывает, правильно? Right? Someone does win. Кто-то все равно выигрывает эту лотерею. It probably won't be you. Возможно, это будете не вы. Extremely unlikely. Маловероятно, очень маловероятно. I mean, it's 1 chance in 100 million. То есть это один из 100 миллионов. But it is possible. Но все равно это же вероятно. Someone wins the lottery. Кто-то все равно выигрывает. So this is possible. То есть вот эта цифра, она вероятна. So people that work with statistics and probability say the absolute upper limit of probability is this. Так вот, люди, которые работают, заняты со статистикой, они говорят, что статистический абсолют верхней границы возможности составляет 1 из 10 в 50 степени. Это вероятно. То есть вот что-то вероятно, если такая цифра. Anything beyond that А что-то, что превосходит эту цифру, is so unlikely. это настолько маловероятно, We can basically say it will never happen. то есть можно, в общем-то, сказать, что что-то выше этой цифры, это уже практически нереально, невозможно. You've heard of DNA. Вы слышали о ДНК? Did you learn the name of the man who discovered DNA? А вы знаете человека, который открыл ДНК? Test time. О, время проверки. Francis Crick, Это Фрэнсис Крик. together with Frederick Hoyle, И вместе с Фредериком Хоул, who's famous for the Big Bang, you may have heard of that. который как раз изобрел вот этот термин «большой взрыв», Big Bang. Он изобрел этот термин. So Фредерик these are Хоул. two serious, respected То scientists. есть вот эти два человека, нет нужды говорить, что они достаточно серьезные ученые в своей They both области. said the chance of this first, simplest living cell evolving Так вот, эти два ученых мужа говорят о том, что вероятность зарождения вот этой простейшей клетки или простейшей жизни составляет is 1 chance in 10 to the 40,000th. 1 из 10 в 40-тысячной степени. Okay, that's 1 chance in 1 with 40,000 zeros after it. То есть это 1 из 10 из 40 тысяч нулей после этого. That's a lot of zeros. Это огромное количество нулей. Okay, just in case some of you were not very good in math. Но если вдруг у кого-то не очень хорошо с математикой, This number эта цифра is bigger than this number. больше, чем предыдущая цифра. You got that? Понятно? Уловили, в чем смысл? Okay, do you want to have some idea how big this number Вы is? знаете, хотите представить себе, насколько огромна эта цифра? Do you know the age of the Earth? Вы знаете возраст Земли? In seconds. В секундах. Okay, what do scientists say? Что ученые говорят о возрасте Земли? The Earth is Ну, они говорят, 4.5 billion years old. они говорят, что Земле 4,5 миллиарда лет. 4.5 billion years Так вот, 4,5 миллиарда лет is 1.42 times 10 to the 17th seconds. это означает 1,42 умножить на 10 в
17 степени. Вот сколько секунд составляет это Okay, that's how many seconds are in 4.5 billion years. Вот какое количество секунд находится в 4,5 миллиардах лет. Then look at this А number. теперь на эту цифру посмотрите. This number Это is so цифра. big, it is inconceivable. Она настолько огромна, что просто даже невероятно представить ее себе. The man who discovered DNA Так вот, человек, который открыл ДНК, is saying that the chances of life evolving out of non-living и atoms он говорит, что вероятность того, что жизнь эволюционировала из неживой материи, is effectively zero. это практически равно нулю. It's impossible. Это невозможно. But here we are. Но мы-то здесь. So where did we come from? Откуда же мы тогда взялись? Well, he had a theory. Но у него своя теория на этот счет. Published a book called Life Itself. Он опубликовал книгу «Сама жизнь», которая Yeah, you называется. can't see it there. Вот, Life Itself, «Сама жизнь». Okay. You don't see the whole screen. So, Там немножко не видно все. his theory is called directed panspermia. И вот у него такая теория очень сложная, называется направленная панспермия. Okay, this is not a joke. Это не шутка на самом деле, то, что я собираюсь сказать. Somewhere off in the galaxy there was a planet with life on it, Там где-то в галактике была планета. and they knew that their sun maybe was going to explode and life would come to an end. И они знали, что, может быть, там у них солнце их взорвется. Ну, в общем, они умрут. So they took some life forms, put it in a spaceship, and aimed it at that chunk of rock over there. И они вот взяли корабль космический, туда какие-то формы жизни, значит, поместили и запустили в космос. So it crashed on our planet, and the life came out of the spaceship, and here we are. И вот этот корабль приземлился благополучно на Земле, значит, эта жизнь как-то вышла оттуда, и вот мы здесь и появились. This is not some science fiction Hollywood movie. И это, вы знаете, не фильм голливудский какой-то научно-фантастический. This is the man who discovered DNA, giving his honest theory where life came from. Это человек, который открыл ДНК, вот таким образом он представляет свою теорию, откуда взялась жизнь. He's saying, life is so incredibly complex. Он говорит, жизнь настолько сложна, It cannot have just evolved by chance on this planet. она не могла просто сама по себе эволюционировать на этой Земле. So it came in a spaceship. Поэтому она сюда залетела в космическом корабле. Now, does that solve the problem? Это что, решило все проблемы? No. What's Нет. the problem? А что, в чем проблема тут? Как она на той планете залетела? Where did it come from on that other planet? Exactly. Именно так. If it is that impossible here, Если это на этой Земле вот так невозможно, then why do you think it's going to be any more possible somewhere else? почему вы думаете, что где-то в другом месте это будет более вероятно? This is not a joke. This is Это не шутка. serious scientific theory. Это серьезная научная теория. Well, sort of. Ну, своего рода. The idea that it was a spaceship is not taken very seriously. Но та идея, конечно, что это все на космическом корабле сюда прилетело, это, конечно, не очень так серьезно звучит. But every time a asteroid hits this planet, Но каждый раз, когда астероид прилетает на нашу Землю, scientists try as quickly as possible to get it and study it to find, is there any evidence of life on that asteroid? ученые бегом устремляются к этому камню для того, чтобы найти, есть ли там жизнь, признаки какой-то жизни или нет на этом камне. Because that is one of the dominant theories where the first living cells came from. Потому что в их кругах присутствует, доминирует вот эта вот теория о том, как зародилась жизнь. On an asteroid. На астероиде все прилетело сюда. Because they recognize it's so incredibly unlikely. Потому что эти ученые не понимают, что вероятность того, что эта жизнь эволюционировала вот так, вот, это невозможно просто. But what does this show us? Но о чем это говорит вообще? It shows us that the theory of evolution has a problem. Это говорит нам о том, что теория эволюции, она в большой проблеме. That life is so complex it will not just happen by chance. Что жизнь настолько сложна, она сама по себе не может просто зародиться. Basically, it's showing us there has to be a creator. То есть это говорит нам только о том, что должен быть Творец. For God, that's easy. Для Бога-то это никаких проблем не представляет. Sure, the first cell is complicated. So what? Конечно же, первая клетка, она очень сложно устроена. Ну и что? For God, that's not a problem. Для Бога-то это не проблема.
But by random chance, Но чтобы все это произошло само по себе, that's impossible. тогда это, конечно, невероятно. Okay, Хорошо. well maybe, Ну, может быть. but don't the fossils show us that evolution has happened? А разве разве ископаемые нам не говорят о том, что все-таки эволюция-то была, имела место быть? I mean, isn't that what you learn in school? Разве это не в ваших учебниках написано? Many people just assume that, well, can't we see evolution in the fossil record? И многие люди считают, что разве мы не видим эволюцию вот через ископаемые? So it must be true. Тогда, значит, так оно все и было. Эволюция, значит, истина. And then they'll show something like this. И потом они вот такую картинку нам показывают. At least when I was in school in Canada, the horse was the classic example that was used in science class. По крайней мере, когда я в школе в Канаде учился, у нас вот такая картинка была в наших учебниках. How the horse evolved from these other simple, small, little... И вот эта картинка показывает, как лошадь эволюционировала вот из этих вот животных. Okay. Did you have something similar in your Вы biology видели что-нибудь textbooks? такое, да? В ваших учебниках тоже такая картинка есть, да? Okay. So isn't it true that the fossil record shows us evolution? Разве это не правда, что ископаемые как раз и доказывают нам правильность этой картинки? So maybe the chances of it happening were very, 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 very small, Может быть, и вероятность зарождения вот первой клетки она и была ничтожно мала, but obviously it happened, но как-то вот все-таки это произошло. Вот, right? правильно? Okay, Ну ладно. fossils. Ископаемые. I think everybody has heard of the missing link. Я думаю, каждый слышал термин «недостающее звено». To be more, a little bit more scientific, we're No. talking about transitional forms. Для того, чтобы уже более так по-научному говорить об этом, мы говорим о недостающем, о переходном периоде, переходной вот этой форме. That's what we'll talk about now. Вот о чем мы поговорим, о переходной форме. Forms that connect one type of animal with another type of То есть animal. форма, которая соединяет один тип животного с другим типом животного. I mean, we have fossils of this, Вот ископаемое есть вот этого животного, and we have fossils of this, и ископаемое вот этого животного, and и this, вот этого, and this. и вот этого. But is it a smooth progression? Но это как представлено в виде такой вот непрерывистой какого-то развития, гладкого развития. For example, you see this one, the foot is totally different. Вот видите, например, нога у этого животного, она совершенно другая. Is there something that connects А to есть что-то, show that this evolved into this? есть что-то между ними, чтобы доказывало, что все-таки вот эта вот одна нога вот эволюционировала в другую ногу. Okay, this is what we mean by transitional Вот forms. что мы подразумеваем под переходной формой. Okay, between a man and a monkey. Между человеком и обезьяной. A book was written, well, now quite some time ago. A Была very good book. написана одна хорошая книга. Philip Johnson's book, Darwin on Trial. Филипп Джонсон написал «Дарвин к суду». And he discusses the major transitional forms, he analyzes them. И он в этой книге обсуждает вот эти вот главные переходные формы, анализирует их. And one by one, he rejects them as being inconclusive. И одну за другой вот эти вот формы он отвергает как не представляющие убедительных доказательств. In other words, there really isn't enough evidence to prove anything. Другими словами, нет достаточных доказательств для того, чтобы что-то показать. By the end of his book, he's left with one serious candidate for a transitional form. Но вот отказавшись от одной формы, от другой, он в конце концов остается с одним таким вот примером, который представляет собой серьезный такой вот какой-то случай. This creature called the Therapsida. Вот это вот существо, которое называется терапсида. It's a reptile, Это млекопитающее, это рептилия, извините, это рептилия, but in the jaw, но челюсть, the jaw is similar to a mammal. челюсть этой рептилии напоминает челюсть млекопитающего. Okay, there's a couple of bones here that are not reptile. It's not a reptile jaw, it's a mammal То есть jaw. вот челюсть этого животного, это не челюсть рептилии, это челюсть млекопитающего. And of course, the dominant evolutionary theory is that
reptiles evolved into mammals. И, конечно же, доминирующая теория эволюции говорит о том, что рептилии, они эволюционировали в млекопитающих. And so, they say here, И вот transitional form. Вот это и есть переходная форма. Part reptile, part mammal. Она наполовину рептилия и наполовину млекопитающая. And Johnson says, И Джонсон говорит, well, maybe. может быть, I mean, yes, it is generally the skeleton of a reptile. да, это, в общем-то, скелет рептилии. Yes, it does have mammal characteristics in the jaw. Да, она имеет характеристики млекопитающего. But it's a possible transitional form. Это, возможно, какая-то переходная форма. But is it a definite transitional form? Но можем ли мы с точностью утверждать, что это и есть переходная форма? He brings up a logical possibility. Он представляет такой вот еще пример, логический пример. Is it possibly simply a totally unique reptile Может быть, это просто уникального вида рептилия, that just happens to have a few characteristics of a mammal? которая просто имеет несколько черт млекопитающего. For example, the duck-billed platypus. Например, утконос. You know what that is? Вы знаете утконоса? Phineas and Ferb? Phineas and Ferb? Did you watch Phineas and Ferb when you were little? Disney Channel? Disney Channel, Disney, канал Disney, там какой-то мультик показывали. Perry the platypus? Okay, never mind. Okay, if you had watched Disney Channel, then you would know the Perry the platypus. Но если бы вы смотрели, вот это знали бы этот, ну, про утконоса. I mean, like 7-8 years ago. 7 лет назад, я напомню. Or if you have a little brother. Или если у вас есть маленький братик, может быть, он смотрит. Okay, anyway, the platypus. Но, в общем, там было про утконоса как раз мультик. It's a mammal. Так вот, утконос это млекопитающее, It has hair. потому что он покрыт шерстью. But what else does it do? Но еще что у него есть? It lays eggs. Он откладывает яйца. And it has a bill like a duck. И у него такой клюв, как у утки. Okay, you know what this is. It's a totally unique, bizarre creature. Это просто какое-то такое очень странное, уникальное существо. If the duck-billed platypus was a fossil, Если бы утконос был найден в виде ископаемого, they would say this is a transitional form они бы с радостью утверждали, что вот она, это переходная форма. between a mammal and maybe a bird. Может быть, между млекопитающим и птицей. But it's not a fossil. Но это же не ископаемое. It's a living, breathing creature in Australia. Это такое существо, животное, которое живет и здравствует в Австралии. A totally unique mammal Просто совершенно уникальное животное. that has some bird-like characteristics. Такое уникальное млекопитающее с чертами птицы. And so Johnson says basically, maybe that's what we have here. И Джонсон утверждает, что, может быть, и здесь мы имеем точно то самое. Is it possible that this is also simply a totally unique creature? Может быть, и это тоже очень уникальное какое-то животное. A reptile that just happens to have a few mammal-like characteristics. Просто это такое животное, которое является рептилией, но в то же самое время имеет некоторые черты млекопитающего. Logically, that is also a С possibility. логической точки зрения можно тоже такое заключить. How would you tell the difference? Как вообще сказать, что это? Переходная форма или такое есть животное? Logically, the answer is very simple. С логической точки зрения очень легко это сказать. If this is a transitional form, Если это и есть переходная форма, then you would expect there should be more fossils, тогда можно ожидать больше ископаемых, where the mammal-like characteristics grow or spread. где вот это ископаемое, вот этот скелет имел бы более усиленные такие черты, доминирующие черты млекопитающего. And so we see the next generation being more like a mammal and more like a mammal. И следующее поколение этих животных, оно бы имело более такие усиленные черты млекопитающего. Until finally the whole thing turns into a mammal. Пока вот все вот это вот животное не превратилось бы полностью уже в млекопитающее. Okay, you should see the progression То есть happening. мы же тогда должны были бы увидеть вот эту прогрессию, да, как она происходила. Then we would be able to say definitely this is a transitional form. Тогда бы мы с уверенностью заявили, что да, это и есть переходная форма. But we don't have that. Но у нас этого ничего нет. All we have is this, Все, что у нас есть, это только вот это животное, вот это ископаемое. a reptile. Или рептилия,
with a few mammal characteristics. с некоторыми чертами млекопитающего. And so Johnson says it is a possible transitional form, yes. Поэтому Джонсон говорит, что да, может быть, это и есть переходная форма, But there's not enough evidence to prove anything. но нет доказательств, достаточных доказательств для того, чтобы это говорить с уверенностью. Okay, the search for the transitional forms. Итак, поиски вот этой вот переходной формы. The horse is a very bad example. Лошадь, на самом деле, представляет собой очень плохой пример. Why? Почему? Because the basic body type of a horse is very, 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 very similar Потому что to lots of other animals. скелет лошади, он напоминает скелет очень многих других животных. Horse, zebra, И лошадь, и зебра имеют такой же скелет. female moose. И лось, самка лося, Okay, if it doesn't have the antlers, если у нее нет рогов, how many of you could tell the difference between the skeleton of a female moose and a horse? и сколько из вас тогда смогут отличить скелет самки лося от лошади? I mean, they're all pretty similar. Они же все, в общем-то, имеют один и тот же скелет. It's a very, very common body type, То есть вот этот скелет лошади, он очень распространенный. which means that to prove that this creature actually evolved into this creature, И это говорит о том, что для того, чтобы в действительности доказать, что вот одно животное эволюционировало в другое животное, you would have to look at subtle little changes. тогда нам нужно искать какие-то совершенно мелкие детали. Which are, well, they're subtle, they're difficult. Совершенно такие едва приметные. The same is true for this creature, То же самое относится и к этому существу. or this creature here. Или вот к этому. Okay, I'll pick on one of the Любого возьмите. Okay, this is a bad test case for evolution. Но это плохой пример для эволюции. Why? Почему? Same thing. То же самое. Okay, his basic body structure is also similar to a lot of other creatures on this planet. Так как скелет человека напоминает также скелет очень многих животных, которые живут на Земле. Okay, I mean it's not identical, Ну, but конечно, не идентичный. the basic skeleton structure of a person and various apes are 2 arms, 2 legs. Ну, в действительности, если посмотреть на скелет человека и обезьяны, да, много сходства. So in order to prove that this fossil skull is a transitional form into human beings, И для того, чтобы доказать, что вот этот череп представляет собой переходную форму от обезьяны к человеку, you have to look at a lot of subtle little details that are very difficult. нужно тогда тоже искать вот эти вот малоприметные какие-то детали, которые очень трудно найти. To come to the conclusion, is it really a transitional form? Для того, чтобы прийти к точному обоснованному утверждению, что это действительно переходная форма. Or is it simply a unique species of ape that we haven't seen before? Или, может быть, это просто какая-то уникальная форма обезьяны, с которой мы не встречались раньше. Okay, this makes it very difficult. Понимаете, это все очень сложно доказать. So the more common the body type, the more difficult it will be. Чем более распространенный скелет мы рассматриваем, тем сложнее найти какие-то вот особенности. So I want to make it easy for the scientists. Поэтому я хочу для ученых облегчить задачу. Let's find a good test case Давайте for найдем evolution, какой-то очень такой легкий пример для эволюции, доказать эволюцию. which means an animal that has something totally unique. То есть мы возьмем какое-то животное с совершенно уникальными характеристиками. Because then you're looking for obvious, unique developments. То есть мы тогда будем искать какие-то очень уникальные характеристики, особенности развития. That should be a lot easier Тогда это же будет легче сделать, правда? to see the development. Чтобы увидеть вот это развитие, как вот из одного животного, из одного вида происходило в другой вид. For example, a turtle. Возьмем, к примеру, черепаху. A turtle is a good example of a very unique creature. Так как черепаха представляет собой очень уникальный вид животного. It's a reptile, Это рептилия, but it has a shell. но она имеет панцирь. And that makes it totally different from any other И reptile. это то, что отличает ее от всех других видов рептилий. Evolution says that a turtle evolved from a common reptile, Так как эволюция утверждает, что черепаха эволюционировала от обычной рептилии. and this common reptile slowly, over
long period of time, gradually developed a shell. И вот эта рептилия, из которой эволюционировала черепаха, на протяжении долгого времени, вот она сформировала вот этот панцирь. Okay, that should be, I mean, that's an obvious big change. То есть это было бы такое, знаете, очень заметное какое-то новообразование у этого животного. It should be easy to see that И тогда in the было fossil бы record. легко это увидеть, выявить в ископаемом, в скелете ископаемого. Well, the oldest discovered fossil turtle, Итак, самая древняя ископаемая черепахи, I can just read this. самые ранние окаменелости черепах найдены в верхней триасовой породе в Германии 230-200 миллионов лет назад. Они очень хорошо различаемы благодаря своему панцирю, который очень похож на панцирь современных черепах. Никаких следов более ранних или более примитивных черепах не было найдено, хотя панцирь черепахи очень хорошо сохраняется в земле, и его можно узнать даже по его маленьким частям. So, a transitional form of a turtle would be very easy to recognize. Так вот, если бы мы нашли переходную форму черепахи, его бы очень легко можно было найти, обнаружить. But we never found one. Но ее так и не нашли, эту форму. The earliest turtles, 230 million years old, Самые ранние окаменелости черепахи, которые насчитывают 230-200 миллионов лет, closely comparable to modern turtles. они очень напоминают современных черепах. Where's the evolution? А где же эволюция? It's not there. Нету здесь. Okay, well, to be fair, that was 1988. Но это было на самом деле в 1988 году. And that is now outdated. И это, вот эти данные были, значит, обнаружены, они уже считаются, конечно, устаревшими к сегодняшнему дню. Because in 2008, Потому что в 2008 году they discovered this они creature. обнаружили вот такое существо. They call it a half-shell turtle. Они назвали ее черепаху с половиной панцирем. Okay, they found this fossil in 2008. Вот эти вот ископаемые вот этих черепах были найдены в 2008 году. And it has a shell on the bottom, И вот это животное имеет панцирь на животе, not on the top, only on the bottom. а на спине панциря нет у этого животного. And so they call it a half-shell turtle. Поэтому они назвали эту черепаху с половиной панцирем. But you'll notice it's a very different creature. Но обратите внимание, она выглядит совсем иначе, чем черепаха. Long neck, long legs. Длинная шея, длинные ноги. Doesn't look very much like a turtle, does И it? что-то на черепаху она не очень похожа. But it does have a shell. Но да, On the underside. панцирь на животе у нее есть. So is that a transitional form? Может быть, вот эта переходная форма? Notice how old it is? Обратите внимание, сколько лет она насчитывает. Это ископаемое, сколько ему лет. Upper Triassic period. Это верхний триасовый период. It's exactly the same age Тот же самый период, что и вот эта черепаха. as the ones that were being talked about here. То есть те существа были обнаружены точно в то же самое время, что и вот эта вот черепаха. In other words, Другими словами, when this creature was swimming around, когда вот в то время как эти животные резвились в воде, at the exact same time, there were totally normal turtles as well. в то же самое время жили и совершенно нормальные обычные черепахи. So is this a transitional form Так что это переходная форма into a turtle? в черепаху? Well, no, because the Нет. turtles were already there. Потому что черепахи уже были в это время. It seems to me like it is another just unique creature. Я, например, считаю, что это просто какое-то такое уникальное животное само по себе. Okay, what's another good test case for evolution? Ну хорошо, какой-то еще, может быть, хороший есть пример для изучения эволюции. How about a bat? Возьмем, к примеру, летучую мышь. Okay, a bat is also a totally unique creature, Ведь right? летучая мышь представляет собой тоже очень уникальное животное. A mammal that flies. Млекопитающее, которое умеет летать. Evolution says what? И что говорит эволюция? Once upon a time there was a mouse. Однажды бегала мышка, And the mouse started to grow longer front и вот legs эта вот мышка, у нее начали расти ноги, until finally пока, наконец, они совсем не they became вытянулись. wings and he flew away. Крылышки выросли, и она полетела, эта мышка. Right? That's what evolution says. Ну, вот это же говорит эволюция. That a mouse, like a rat-like creature, slowly developed
что мышка, она эволюционировала и превратилась в летучую мышку. Is that what the fossil record shows? А ископаемые нам то же самое говорят, то есть то, что мы находим, окаменелости. This is the oldest discovered fossil of a bat. Это самая древняя, вот это вот самая древняя находка ископаемой летучей мыши. If you could see the top of the screen, you would see his name is Ikaronicterus. Если бы вы видели, вот наверху там написано его название Ikaronicterus. And you will notice И обратите внимание, it looks a lot like a modern bat. вот это вот ископаемое, скелет этого ископаемого очень напоминает современную летучую мышь. The scientist that wrote about this said it is virtually identical to a modern bat. И ученые, которые вот обнаружили или изучали вот это ископаемое, они говорят, что это совершенно напоминает современную мышь. He said, Glenn Jepson wrote, nothing older has ever been discovered. И тот человек, который изучал, говорит, что ничего более древнего, никакого более древнего ископаемого летучей мыши не было обнаружено. That they can connect to the bat. Что никакого более древнего ископаемого или скелета, которого они могли бы соотнести с летучей мышей, не было обнаружено, только вот это. And this one is virtually identical to modern bats. А вот это вот ископаемое абсолютно идентично современной летучей мыши. What about a hummingbird? Возьмем колибри, птичку колибри. Okay, there was a hummingbird here a little Тут while было ago. колибри, да? So you knew what it was. Вы знаете, да, как она выглядит? Totally unique bird. Совершенно тоже уникальная птица. It's the only bird that can hover like a helicopter. Это единственная птичка, которая может парить в воздухе, как вертолет. It has unique body structure that allows it to do that. И у нее очень уникальный скелет, который позволяет ей это делать. 2004. В 2004 году. Yeah, we won't read it all anyways, you can just look at it. Читать вы можете посмотреть просто. As you can probably notice, 30 million years old. Уже заметили, этому скелету 30 лет. And virtually identical to modern hummingbirds. И этот скелет практически идентичен скелету современной колибри. No sign of it having evolved. Никаких признаков эволюции мы здесь не обнаруживаем. Where's the evolution? А где же эволюция? What about dinosaurs? Или возьмем динозавров. Okay, you've seen Jurassic Park. Вы, наверное, видели эти фильмы американские, юрский период. Okay, but you've seen pictures of dinosaurs. Ну и картинки динозавров наверняка все видели. Okay, really strange Очень creatures. странные существа. All sorts of different shapes, Разного sizes. рода формы, какие-то скелеты. Some have horns. У некоторых были рога. Totally, all sorts. I mean, huge variety. Огромное разнообразие среди динозавров. Now the theory is И вот теория такова, that this creature evolved into this creature, что вот это вот существо эволюционировало вот в это. which means the theory is that slowly this guy's backbones started growing longer. То есть теория такова, что вот скелет, вот эти вот кости начали расти вверх, Until gradually it became this. пока вот настолько не выросли. But what's interesting is we have skeletons or fossils of this, Но интересно, что у нас есть ископаемые или останки вот этого животного, and we have skeletons of this, и останки вот этого животного, but nothing in between. но никакого вот что-то между ними, ничего нет. Just nothing. Ничего, никакого промежуточного варианта, так сказать, нет. This is a problem all the way along. И вот эта проблема наблюдается повсюду. The lack of transitional То есть forms. недостаток переходной формы. George Gaylord Simpson Джордж Гейлорд Симпсон. wrote, world leader in paleontology. Wrote, Он является выдающимся мировым лидером по палеонтологии. Это постоянное отсутствие переходных форм не ограничено только видами млекопитающих, но является повсеместным феноменом, как это уже было замечено палеонтологами. Это относится практически ко всем классам животных, как позвоночным, так и беспозвоночным. Это также относится к классам и главным типам животных, и, очевидно, это также относится к аналогичным категориям растений. Okay, let's go to plants then. Ну хорошо, давайте к растениям перейдем. E.J.H. Corner, botanist, Cambridge University. Джей Корнер, ботаник, университет Кембриджа.
Можно привести массу доказательств в пользу теории эволюции, но я все еще полагаю, что для беспристрастных людей окаменелости растений больше говорят в пользу особого акта творения. I mean, sure, we scientists can give you all sorts of good evidence, Конечно, мы ученые, мы вас заговорить можем всякими словами, but но Stephen Gould, Стивен Гоулд, Harvard University, университет Гарварда, wrote textbooks on paleontology. он написал учебники по палеонтологии. He died just a couple of years ago, Он умер пару лет назад, but before he died, he was basically the top in the world, respected scientist on paleontology. но до своей смерти он был одним из самых выдающихся ученых вот в области палеонтологии. This is what he wrote. И вот то, что он написал. История большинства ископаемых включает две характеристики, несопоставимые с теорией постепенного развития. Первое – застой. Большинство видов не выявляет непосредственного изменения во время их жизни на Земле. Ранние виды ископаемых этих животных похожи на свои поздние виды уже исчезнувших животных. Морфологические перемены обычно ограничены и беспорядочны. Второе – внезапное появление. В любой местности виды не развивались постепенно через медленное преобразование одной формы к другой. Они появлялись внезапно и были полностью сформированы. Gould was an adamant atheist. Стефен Гоулд, он был очень ярым атеистом. Very outspoken anti-God. Он был настолько противился Богу, And his textbooks on paleontology have been translated into lots of different languages or used around the world. его учебники по палеонтологии были переведены на очень разные языки мира и были, в общем-то, очень распространены в мире. But he admits Но он сам признает, the fossil record doesn't show change. что вот эти вот история ископаемых не показывает, не выявляет вот эти изменения. Sure, there are fossils of all this huge variety of different creatures. Да, есть ископаемые огромного количества животных, останков животных, But it doesn't show evolution. но эволюции эти ископаемые не доказывают. So then what about what we learn in school? А как насчет вот этой картинки, которая тоже нам известна из учебников? Evolutionary family tree. Это вот такое вот семейное дерево эволюции. How all these different creatures eventually go back and they were all related. Сколько лет насчитывают вот эти вот существа, и что они все взаимосвязаны, и все они, в общем-то, от одного пошли. Okay? I don't know, did you have a diagram, something Вы like that? видели такую картинку? Она вам знакома? Нет? Okay, but you recognize the idea? Но идея вам знакома, да? I mean, this is the evolutionary idea. Но это же идея эволюции. That all these different creatures eventually were related. Что вот эти вот все существа, они имеют взаимосвязь, они взаимосвязаны друг с другом. Going back to that first living cell. И все это произошло от одной простой клетки. That's what we're taught in school. Ну, по крайней мере, нас так в школе учили. Colin Patterson, Колин Петерсон, senior paleontologist at the British Museum of Natural History. старший палеонтолог в Британском музее British Museum of Natural History. естественной истории. Yeah, I will. Британского музея естественной истории. This is one of the most respected evolutionary type museums in the world. Это один из самых известных и уважаемых в своих кругах музей. This is a very, very respected. Очень и очень уважаемый музей в мире. He said this. И вот он заявляет следующее. Senior paleontologist. Это старший палеонтолог. У нас есть доступ к верхушке дерева. Дерево – это теория. И люди говорят, что будто бы они знают это дерево и могут якобы описать, как все на него попало. И как потом отвалились ветки и прутья. Но мне кажется, они все это сочиняют. This is theory. Это This is все theory. теория. That's the reality in terms of the fossils. А вот реальность ископаемых. The reality is that we have the tips of the trees. Реальность такова, что у нас есть только верхушки от этого дерева. We have the individual species. То есть у нас есть отдельные какие-то виды животных. But the connections, Но вот эти вот связи между ними, all the way across, по всему вот этому дереву, the connections вот эти связи,
are theory. Это все чистой воды теория. Those fossils have not been found. Вот эти ископаемые, доказывающие взаимосвязь между ними, не были найдены. He believes evolution, Он сам верит в эволюцию. but he admits, as a respected paleontologist, Но он, будучи очень выдающимся, уважаемым палеонтологом, признается: we haven't found the fossils. мы не обнаружили ископаемых. Now, how's that possible? Как это возможно? That's strange. Это же очень странно. Darwin, his original theory was that everything was just gradually changing, slow, gradual progression. Теория Дарвина была такова, что все на Земле, что живет, все это очень-очень постепенно, медленно развивалось, эволюционировало. According to Darwin, everybody is a transitional form. И согласно Дарвину, каждое существо представляет собой переходную форму. Because we're always evolving. Потому что мы все находимся в процессе постоянной эволюции. But in that case, we should see very clearly the gradual change from the different fossils. Но если это истина, тогда мы должны видеть вот эти перемены в останках, в ископаемых. But we don't. Но мы-то этого не наблюдаем. So now what? Тогда что теперь остается у нас? Well, Darwin is outdated. Но теория Дарвина уже давно-давно устарела. They realized that that's not what we have. Они уже, ученые, обнаружили, что это просто уже ни в какие ворота не улазит. So scientists started talking about evolution happening quickly. Поэтому ученые придумали, начали говорить о том, что вот эта эволюция происходила очень быстро. German geneticist by the name of Richard Goldschmidt. Джордж Гейлард Сим. Wait, wrong book. Okay. Okay, I've got it somewhere. I did something wrong. Ричард Голдшмидт, генетик. Okay, ignore the Russian. Русский здесь не тот перевод. Мы знаем через примеры, найденные из материала ископаемого, что главные эволюционные какие-то перемены должно быть произошли в каких-то отдельных крупных шагах. И многие недостающие связи в палеонтологической записи, они попросту напрасно ищутся, потому что их никогда и не было. То есть напрасно ищут вот эти вот недостающие связи, потому что их и не было. Первая птица вылупилась из яйца рептилии. Okay, so why don't we find transitional forms? Так почему мы не находим вот эти недостающие звенья? Well, because they never existed. Потому что их и не было. A giant mutation. Это была просто гигантская мутация. He called it the hopeful monster. Он называет свою теорию многообещающий монстр. Reptile hatched an egg. Просто вот рептилия снесла яйцо, Out popped a bird. раз оттуда вылетела птичка. Boy, was that reptile surprised. О, как рептилия-то удивилась, представляете? And for those of you who are ladies, А для тех из вас, кто женщины, be afraid. о, бойтесь. Be very afraid. Ой, бойтесь, бойтесь. You don't know what might pop out. Кого родите, не знаете, кто выйдет. A giant mutation. Итак, вот эта гигантская мутация. Now, why would a serious scientist come to this kind of a theory? Как это происходит, что серьезный ученый такие вещи несуразные говорит? Because he's honest enough to recognize the truth about the fossil record. Ну, потому что, во-первых, он достаточно честен, чтобы признать, вот как оно дело обстоит на самом деле. That there are no serious transitional forms. Что нет никаких переходных форм, не найдено. There's a problem with the fossil record in terms of evolution. Проблема с этими переходными формами для эволюции. We know life exists. Мы-то знаем, что жизнь существует. I mean, we know that. Ну, мы знаем, да, это? We see the variety that exists. Мы видим разнообразие жизни вокруг. Where did it come from? Так откуда же появилась жизнь? That's the problem. Вот в чем проблема для них. It had to come from somewhere. Она же откуда должна была появиться? Evolution
is a theory that tries to explain where life came from, Эволюция – это теория, которая пытается объяснить, откуда зародилась жизнь. where this huge diversity came from. Откуда появилось такое разнообразие жизни. But it's got a problem. Но у нее есть серьезные проблемы. Well, several. Ну, даже не одна. Okay, just one more example. Еще один пример. Okay, this came out 2007, Это в 2007 году было обнаружено. and you can just look at it for yourself. We won't read it. Сами можете посмотреть. Scientists got all excited. Ученые так обрадовались. The closest fossil, Ближайший родственник, closest extinct relative to a whale, ближайший родственник китов. Копия. does that look like Он a что, whale? вообще каким-то образом напоминает кита? No, this does not look like a Даже whale. близко не напоминает кита. But if I remember right, Но если я правильно помню, something about the teeth, что-то там с зубами что-то. and they got excited. Что-то они в зубах увидели какое-то сходство. Они так обрадовались, так And this обрадовались. became international news. И это стало международной новостью. What does that show? О чем это говорит нам, опять же? There's really a problem with the fossil record. Что у них проблема по-настоящему с ископаемыми. If they think this is exciting, Если они находят это радостной новостью, remember this book. This помните guy. вот этого человека, который который написал вот эту книгу? Philip Johnson, in his book, had analyzed all the proposed transitional forms and rejected them. Филипп Джонсон в своей книге, он прошел все вот эти переходные формы, все их отверг одно за другой. He said there's no evidence for that at all. Он говорит, что вообще нет никаких доказательств этому. Logically, the only possible candidate is this creature, the С therapsida. логической точки зрения только есть один возможный вариант переходной формы – это терапсида. He said logically we could say it's a possible transitional form, Он but говорит, not definite. логично можно как-то вот допустить, что это может быть единственная эта переходная форма. Well, okay, so this is really, really old. Но это уже очень-очень старый материал, 1991. 1991 год. But that was his first edition, the first time he wrote this book. Но это было первое издание его книги, и вот то, что он написал. 1993, he wrote, a second edition came out. В 1993 году вышло второе издание его книги. And this time, he И на этот раз included at the end, as an appendix, a response from Stephen Gould. в конце своей книги он включил рецензию на свою книгу от одного эволюциониста. The Harvard professor who writes textbooks on paleontology. Это был профессор Гарварда, который издает учебники по палеонтологии. Who thinks people who believe in God are just complete idiots. И он считает, что все верующие просто идиоты. And he's very happy to tell them that. И он очень счастлив всегда им об этом напоминать. So, one of the most respected paleontologists in the world wrote a response to Philip Johnson's book. Так вот, один из самых выдающихся палеонтологов мира написал рецензию на книгу Филиппа Джонсона. And basically what he said was, И что он сказал там в этой рецензии? those therapsida are really important. Вот этот терапсид, вот этот пример очень крайне важен. And that's it. И все. He said a lot of other things, but Ну, it was много just других empty вещей говорил, words. но это были просто пустые слова. The point is, То есть суть вот в чем. perhaps the most respected paleontologist in the world, Возможно, самые выдающиеся палеонтологи в мире, and he was not able to bring out additional fossils. самый выдающийся палеонтолог не смог представить никаких дополнительных переходных форм. He couldn't say, oh, you forgot that one. Он не мог сказать, вот этого упустили, или вот это не включили в свою He книгу. couldn't say, oh, here's a whole list of fossils you didn't even talk about in your book. Он не мог сказать, что вот целый список вот этих вот ископаемых, которые вы не включили в свою книгу. He couldn't do that. Он не мог этого сделать. All he could do was say, Все, что он мог сказать, those therapsida are really important, вот эта терапсида, вот это вот остатки вот этого животного, да, они очень важны для эволюции. and base his whole argument on one debatable fossil. И, в общем-то, вот все, что он написал, это только вот по этому примеру с терапсидой. So where does science bring us? Так вот, куда же наука привела нас? Look at what they're saying. Посмотрите на то, что они утверждают. They're getting desperate. Они уже просто, у них отчаянные, безуспешные попытки
делается. The man who discovered DNA saying that life was planted here by aliens. Человек, который открыл ДНК, говорит о том, что жизнь на Земле была сюда принесена на каком-то космическом корабле с другой планеты. Couldn't possibly happen on this planet because it's way too complicated. И он говорит, что жизнь не могла зародиться на нашей планете, потому что это слишком сложно. So it must be aliens. Наверное, это инопланетяне. That's getting desperate. Но это, вы знаете, уже говорит о каком-то отчаянии уже, последней форме отчаяния. The first bird hatched from the egg of a reptile. Другой ученый утверждает, что первая птица вылупилась из яйца рептилии. Giant mutation. Гигантская мутация. That's a miracle. На это нужно чудо, вы знаете. That's not evolution. Это уже не эволюция. That's a miracle. Это чудо какое-то должно быть. That kind of a giant change Такая гигантская мутация, такое гигантское преобразование, happening чтобы оно произошло, and being successful, that the creature actually lives. It's not just some freak that dies in 30 seconds. и это не какой-то мутант, который через 30 секунд умер, а это животное, или эта птица, она как бы успешно жила и продолжает жить до сих пор. That's a miracle. Это же чудо должно было произойти. So where are we left? Так что же у нас остается? Well, life exists Жизнь-то продолжается, жизнь-то есть, in great diversity. и мы наблюдаем ее в большом разнообразии. Where did it come from? Откуда же она зародилась? End with one more quote. И последняя цитата. This is from the former head of one of the departments of NASA. Эта цитата сказана одним из директоров, который возглавлял одной из отделов НАСА. And this is how he ends his book, И вот как он заканчивает свою книгу, talking about discoveries in astronomy где он рассуждает об открытиях, об астрономии, and what scientists have found in the и где он past говорит о том, decade. что ученые, что они обнаружили. Жизнь кажется плохим сном для того ученого, который жил верой в разум. Он поднялся на горы невежества и собирается покорить ее пик, и когда он преодолевает последнюю вершину, его встречает толпа теологов, которые сидят там уже веками. There is a God. Есть Бог, There is a creator. есть Творец. That is the only explanation for the existence of life. Это единственное разумное объяснение существующей жизни. And slowly, some of the top scientists are beginning to recognize that. И постепенно некоторые из самых выдающихся ученых, они, в общем-то, смиряются с этим, они приходят к этому. Not that they accept Jesus. Это не значит, что они принимают Иисуса, No, not yet. но пока еще нет. But they recognize Но они признают, life did not just come by chance. жизнь не могла сама по себе зародиться случайно. There is a God. Есть Бог. The end. Конец.